Мои дорогие друзья, я приветствую вас, гости моего канала, и вас, мои дорогие подписчики. С вами я, бабушка Сунбо. Добро пожаловать в мир сказок. Продолжение сказки «Приключения принцев Вита и Влада». На следующий день после бала принцесса была под впечатлением. Она заинтересовалась принцем, можно сказать, втрескалась по уши и хотела втайне от родителей встретиться с молодым человеком еще раз, но уже наедине. Принцесса сидела в своих покоях за письменным столиком, а ветерок из открытой двери, что вела на ее балкон, дул и освежал ей лицо. Она взяла лист бумаги и написала любовную записку, в которой приглашала принца в сад в 10 часов вечера. Она написала, что хотела бы посмотреть на звезды и провести романтическую ночь под луной. Принцесса свернула письмо в трубочку, повязала его красной лентой и хотела позвонить в колокольчик, чтобы вызвать слугу. Но в этот момент в ее покое зашел дворецкий и передал ей приглашение явиться к королеве. Предстоял важный разговор о приданом и, возможно, о предстоящей свадьбе. Принцесса оставила сверток на своем столике, а сама вместе с дворецким вышла из покоев. Она даже не догадывалась, кто все это время за ней наблюдал. Вит и Влад сидели на балконе и следили за каждым ее действием. У этих сорванцов уже созрел план. Они тихо зашли в покой своей сестры, развязали ленточку, развернули письмо и узнали ее секрет. Взяли пустой лист и написали еще одно послание. Скрутили в трубочку, обвязав той же ленточкой, оставили его на столе, а настоящую корреспонденцию обвязали точно такой же лентой и, прихватив с собой, удалились из ее комнаты. Когда принцесса вернулась, она вызвала слугу и приказала ему доставить это письмо принцу. Братья тем временем лежали на своих кроватях и думали над тем, кому бы отдать это любовное послание. Вит предложил: «Пойдем на рыночную площадь и первому бродяге, который встретится на нашем пути, отдадим его». Порешили на том и отправились на рынок. Принц развернул письмо, стал его читать. Он не знал почерка принцессы и поэтому ни о чем не догадывался. В послании было написано следующее: «Я жду вас сегодня вечером в 10 часов в конюшне. Хочу прогуляться с вами верхом на лошадях под яркой луной и звездами». Принц очень обрадовался этой новости. На его лице засияла улыбка, и с радостным настроением он ждал вечера. Вит и Влад отправились на рынок, и им навстречу как раз шел человек в рваной одежде. Они, как и задумали, отдали письмо принцессы этому бродяге. Тот развернул его и стал читать: «Я буду ждать вас сегодня в королевском саду в 10 часов вечера. Хочу вместе с вами любоваться яркой луной и звездами всю ночь». После того, как дело было сделано, братья отправились к сапожнику и попросили у него самый крепкий клей, сказав при этом, что это приказ самого короля. Сапожник с неохотой отдавал им этот клей,
ведь он его купил за большие деньги у заморских купцов. Но он не мог ослушаться королевского приказа, и ему пришлось подчиниться. Вечером, незадолго до прихода принца, эти шкодники пришли на конюшню, приготовили для принца лошадь и щедро намазали клеем все седло. Потом они приготовили белую лошадь, якобы для принцессы, и спрятали ее за шторку. Повесили дамское платье так, чтобы его край был виден из-под шторки. Когда принц пришел в назначенное время, он увидел, что принцесса уже стоит и ждет его за белой занавеской. Он подошел и сказал: «Моя дорогая принцесса, я жаждал этой встречи. Могу я вас поцеловать? Вы позволите?» «Милорд, только через шторку. Мы должны соблюдать приличия», — подделав голос, как у сестры, сказал Вид. С нетерпением и предвкушением принц подошел к шторке и, вытянув вперед губы, поцеловал. Но на той стороне мордой к принцу стояла лошадь. Этот поцелуй видели братья и, зажав свои рты руками, еле сдерживали смех, лежа на сеновале. Довольный принц, ни о чем не подозревая, улыбнулся во весь рот, снова захотел повторить поцелуй. Когда он вытянул свои губы для поцелуя, в этот момент шторка съехала, и принц звучным поцелуем чмокнул лошадь прямо в губы. А лошадь в этот самый момент лизнула своим языком свою морду. И оказалось так, что она лизнула принца прямо в рот. «Фу, что за чертовщина!» — возмутился разочарованный кавалер. Оглянулся по сторонам и, убедившись, что этого никто не видел, вытер рот платком и с важным видом вышел на улицу. Подошел к своей лошади, которая была уже готова и ждала своего седока. Сел на нее верхом и стал ждать свою даму сердца. Влад незаметно подошел сзади и ткнул палкой в ягодицу лошади. Испугавшись, она рванула и галопом поскакала из замка по дороге прямо в лес. Всю ночь принц катался верхом и никак не мог слезть с коня. Клей сделал свое черное дело, и принц намертво приклеился к седлу. Когда лошадь устала, она сама пошла обратно домой. Измученный всадник, уже обессиленный, лежал на ее спине, и его руки свисали и болтались из стороны в сторону. Лошадь пришла прямо в конюшню и сама встала в стойло. Принц, уставший и измученный, заснул прямо в седле. Принцесса целый день прихорашивалась и примеряла наряды перед свиданием. За полчаса до назначенного времени она тихо, подняв руками свое пышное платье, вышла из своих покоев и на цыпочках тайно отправилась в королевский сад и стала ждать, представляя предстоящую встречу. Когда принцесса услышала позади себя шаги, разволновалась и, не поворачиваясь, произнесла: «Вы все-таки пришли? Хочу вам признаться, как только я увидела вас, милорд, сердце мое запело. Я прошу прощения, что не узнала вас сразу.
И я хочу, чтобы вы поцеловали меня в знак нашей будущей любви. А вы согласны меня поцеловать?» Бродяга от такого предложения просто замер от неожиданности. Его глаза расширились и округлились, челюсть просто отвисла. Он никак не ожидал, что в первый же день пребывания в этом городе он поцелует столь знатную и богатую даму. Он пришел в восторг. Это была огромная удача для него. Его застывшая гримаса переменилась, и он с вожделенной улыбочкой произнес: «Конечно, согласен!» «Тогда поцелуйте меня скорей!» – попросила его принцесса. Она закрыла глаза и повернулась. Именно в этот момент бродяга чмокнул ее в губы. С закрытыми глазами от наслаждения она попросила его поцеловать еще раз. Но на этот раз она открыла глаза. Бродяга успел поцеловать ее во второй раз. Она увидела нищего, который только что прикоснулся к ней своим ртом. От такой выходки и наглости со стороны бродяжки она рухнула на землю и потеряла сознание. Бродяга поднял принцессу, взвалил ее на плечо и удалился восвояси. Утром конюх обнаружил измученного принца. Увидев человека, принц от радости закричал: «Скорее снимите меня с лошади!» Он уже очень давно и сильно хотел по малой нужде. Конюху никак не удавалось снять принца с лошади. Он пытался и так, и сяк, подходил с разных сторон, пыхтел и тужился, но ничего не мог сделать. Постояв немного и отдышавшись, он ничего не смог придумать другого, как просто срезать лямки с обеих сторон седла. В конюшне в это время стоял еще один конюх и наблюдал за происходящим. После всех мучений принцу все же удалось встать на ноги, и он пулей побежал в укромное место в конюшне. Он уже просто не мог терпеть. Второй конюх, посмотрев на него, подумал про себя: «Бедняга, как же его раскорячило!» Принц расстегнул свои штаны и, приложив немало усилий, вылез из этих проклятых штанов седлом. Он отшвырнул их в сторону и с блаженством на лице опустошил свой мочевой пузырь. Какое неописуемое выражение лица было у принца! Одно дело сделано, но ему предстояло теперь незаметно пробраться в свои покои. На стене висела коричневая накидка. Принц-жених схватил ее и пулей выскочил из конюшни. Продолжение следует. Мои дорогие, если хотя бы один из вас улыбнулся сегодня, значит, я не зря это делаю. Подписка и лайк обязательны. А я прощаюсь с вами. До встречи в следующем ролике.